Yeah, yeah. Big cash trying to make it pile up. Shorty want connect like some dollars. Другого супер. Смотрите, круг прокает. Эти с краю заезжают, эти с краю заезжают, эти заезжают тоже. Причем они это делают не быстро, не сразу. Что специально сделали? Короче, мы могли раньше всех их заезжать, просто забирать на дом. Еще 4 мотика. То есть даже если мы вот в тот круг не заехали, В этот можно заехать. даже в этот можно было заезжать. Ну да. Но тут уже 200%, что надо было заезжать. Ну, короче, надо было еще на круг раньше это делать, я считаю. Тут, если бы мы справа играли, даже если мы сюда приехали, увидели, что эти здесь, оп, Нам физов. надо, вот мы видим, что нас полностью вверх закрыть, нам надо просто уезжать. У нас другого варианта нет, нам надо просто ехать в другое место. Хочу поделиться с вами отличной новостью, что наши партнеры из LeadDesk предоставили нам отличные геймерские столы, которые стоят у нас на буткемпе. Конструкция очень простая. Также для удобства есть второе крепление для монитора. При желании можно его прикрепить, и монитор будет в воздухе без ножки. Тут есть режим, чтобы поднять выше, ниже стол. Вот так это делается. Если я зажимаю единицу, она вернется на высоту, которая у меня стоит. В принципе, это очень удобно, потому что кто-то может отрегулировать по-другому твой стол, пока тебя нет, и ты можешь сюда вернуть так, как тебе удобно. Сегодня я выношу мусор. Shorty want connect like some dollars. Hit the gas and make it go a mile up. Ничего, ребята тоже нормально. Тут так чуть тупо. New whip, now I'm tryna run the miles up. New chick, cause I had to switch the style up. Pull up with the loud like it's a fire truck. Это чё? Это наши круги. Лучше покажу вот то. Это более интересно. Есть описание? Вот это мы. Это остальные команды. Саша, это люди? Это вот это? Нет. Типа, куда в зону не поедешь, везде член. А это что? Это мы, вот желтый, синий, красный и еще один какой-то. Ну, каждый из нас. Тут еще нужно нарисовать М19 вот тут вот. И кто у нас там еще в топе внизу? Где-нибудь тут не помню. Ой. Тут Руи. Они еще заезжают, да, в зону? Смотрим. Привет. Тигзу начинает настреливать ЦКМ, Рекрент в очень неприятном положении. М19 сейчас, скорее всего, Рекрента будет нокать. Да, действительно это происходит. Элитплеер нокает Рекрента. Пока молодой пытается поймать Тигзу. Как же М19 мешает сейчас Нави, не дают всем комфортно зайти в кемп. Вадиму надо бы похилиться, но он понимает, то, что Тигзу нужно убивать. Конечно, залетает, Вадим ложится, и вот Элитплеер его сверху нокает, молодого сразу Тигзу добирает. Батуля на другой стороне дороги нашел какой-то кустик, по нему информации нет. Батулина слева сейчас могут увидеть. Слева пока не видно, кто обстреливает. Можно встать. Саня! Можно Саня! Можно -3 делать. Саня! Хаешка! Хаешка! Взорвет! А, она засчиталась Нуки. What you want? Why you always bugging? When I say I need my space, get the fuck away. Go, go, where'd you go? Нет, ты дальше есть, где-нибудь и ползешь дальше не я потом сразу... Ну да, у тебя на подохе. Я мог даже 3 фрага забрать, они все в одном месте отвалялись. Зачем подкидывать? Просто кинулся, открыл, кинул. А тебе смысл это Да, держать? начал будет лежать с Маку вместе с ними и взорвет. Даже 4. Тебя и так бы убили. I'm stressed out. Тачка, сидим уже. Молодой просто заводит свою, значит, пепендрию с полоборота. И сейчас что-то будет. Крутят, особенно молодой. Минус колесо. Молодой. А, ДТП задом едет. ехать. Слушай, нормально доехали. Нормально доехали. Да, фокус-файр со всех сторон. Молодой просто попой едет. А, Рекрента, садовник. Главное садовнику не протопаться. Отлично, минус Жемки. А что насчет Сэмки? И Сэмки туда же! Хорош! А, не-не, Сэмки Энса помогли. Но надо топ-2. Надо топ-2. Это возможно. Так, топ-2, 7 Отлично. киллов. Все. Это И- максимально
возможно, за зону. лучшая разыгровка. Да, молодой должен умереть от зоны. I'm stressed out. Think I need a blunt or five to get me through the rest of the night. Ты задом ехал, типа? Нормально доехали. Частично. Ты прям до конца задом ехал? Молодой просто... Чё, ебать? This pressure is weighing on my mind. Not enough. Вадим, расскажи про ротацию без колес. Ехал на баге по полю, пробили колесо, меня развернуло на 180, правильно? Да. Развернуло на 180, и я на фулл скорости ехал назад, жопой точнее вперед, и доехал без единого попадания в меня. Не знаю, как так вышло, но нормально. И Виталити уже подходит под садовника. Ну, нужен кавер от тиммейтов. Вопрос только видит ли... Без вариантов. Без сада. Батулин. 16 хп, настреливает с другой стороны, остается один рекрент. Дим, что пошло не так? Да все, в принципе, пошло не так. Батут взял мою тачку, я минут 5 искал его машину, бежал до какой-то баги, парни из-за этого двигались втроем, зона шифтила вверх-вниз, непонятно куда заезжать, заехали в самый низ, она шифтанула наверх, сели в какую-то будку, зона опять от нас ушла, и мы уже там ничего не придумали, и фрагов тоже не особо пофармили. Хаешечка от молодого, минус Крис. Минус Кейн также в ноке. Нужно подтвердить убийство. Минус Юдер. О, Вадим. Красиво. Вадим засолил в этой ситуации, но... Опять четвертый круг наверх. Либо тут, либо тут. Ну, 4 круга наверх. Мы играем снизу, он четырежды уходит наверх, да? Правильно понимаю? Да. Но если бы мы крутили наверх, то он бы шифтанул вниз на лесопилку играть. Так. Может, подальше зону нам одну уже, нет? Смотрите. Интересный такой заезд. Это не заезд, это краш. Это краш Виталити при условии того, что 2 игрока в кемпе, 2 игрока на улице. И это хороший тайминг. И сейчас главное никого не потерять, спокойно убить вот этого Насуса, который без патрона валяется просто АФК. С горы его, конечно, прикрывает. Слева от забора пикает Манки. Манки в итоге дает у нас минус 2. И Батулин остается последним. И Батулин просто спасается. Получится ли? Но у разных команд разные варианты проживания. Кто-то живет в отеле, кто-то снимает комнату или квартиру рядом со своей командой. Для меня самый комфортный вариант — жить вместе с командой в одном доме, то, что у меня есть отдельная комната. В целом все хорошо. Мои впечатления, если говорить об организационной части, то, в принципе, все получилось по большому счету. Конечно, есть определенные моменты, которые мы постоянно обсуждаем с организаторами, что можно улучшить, как можно сократить время между играми. Это будет легче и для команд, и для зрителей. Организаторы идут нам навстречу в этом плане, все хорошо. Мои впечатления напрямую, конечно, зависят от того, как отыгрывает состав, и первая неделя, к сожалению, не задалась, но я думаю, что впоследствии все будет хорошо. Впечатления первой недели сыграли только один день хорошо, это второй. Первый, третий, четвертый день сыграли, грубо говоря, ужасно. Заработали мало очков и плохо отыграли по ротациям, по всему вместе. Не знаю, пока у нас мало чего получается со стрельбой, мы не успеваем пофайтиться, потому что мы отлетаем за десяткой. Мы заработали очень мало поинтов за плейсмент. Мы где-то как-то находим киллы, немного наберем очков, но этого далеко не хватает. Я думаю, что лучше всего то, что ребята не ушли в тильт. Это очень важно, потому что при таком непростом старте у нас практически не было моментов, чтобы была нерабочая обстановка или ребята не хотели там разбирать ошибки или что-то. Они постоянно, несмотря даже на неудачные игры, пытались понять, что пошло не так и что можно сделать лучше, а это залог победы. В большинстве каток мы встречаемся с джокерами, но как-то
первый файт у нас не задается, мы разъезжаемся, либо происходит непонятность у нас. На Мирамаре у нас больше всего встречается, наверное, G2, который сейчас лидирующую позицию занимает практически. Второе или третье место. И, наверное, Энс, потому что они лутаются рядом с нами. Ну, сегодняшнего дня, наверное, как Вадим закрыл G2. А вчерашний день — это прекрасная зона на островах, на Мирамаре. А вообще за последние дни набирается несколько моментов таких ярких, эмоциональных, да. Наверное, когда я убил сегодня 4 G2, наверное, больше запоминающихся моментов нет. Наверное, из починок было уходить ошибкой, потому что мы не тренировали вообще сосновку, мы не знаем, как оттуда ротироваться, как что-то делать. И за 10 рангелей не было ни одной сосновки. Все были верхние круги, очень много шифтит и очень тяжело сосновки играть. Я думаю, да. Как я уже сказала, то, что сейчас мы находимся не на пике формы. Состав у нас все-таки новый, и такой большой турнир мы играем впервые. Поэтому я думаю, то, что в дальнейшем мы будем только набирать. Атмосфера в команде пока рабочая, настрой у нас есть. Будем готовиться на следующую неделю и, надеюсь, покажем очень хороший результат по сравнению с первой неделей. Ну, то есть в зону позаимствовать было бы нормально.